Итак, здравствуйте, дорогие друзья. Сегодня у нас вторник, 16 июля. И давайте посмотрим на графики евро и фунта. Видим, что вчера ничего у нас существенного не произошло. Была предпринята очередная неудачная попытка выбраться выше сопротивления 12.80. Формирование там ложного пробоя, как я отмечал, указывает на возможное снижение евро. Так и произошло. Сейчас мы находимся в середине широкого канала. Это 12.40-12.83. И предпринимать именно что-то в середине я не рекомендую. Лучше всего для покупок дождаться обновления нижней границы, это уровень 12.40 на ложном пробое, либо открывать длинные позиции уже на отскок от сопротивления 12.14. Если в первой половине дня у нас будет наблюдаться спрос на евро, выходит у нас ряд важной фундаментальной статистики. Прежде всего это настроение в деловой среде Германии, еврозоны, сальдо баланса внешней торговли еврозоны, индекс потребительских цен Италии у нас выходит. Все это может привести к укреплению евро, поэтому формирование ложного пробоя на 12.83, как это было несколько дней подряд уже, будет сигналом к очередному открытию коротких позиций, либо продажи уже после пробоя этого уровня на отскок от максимума в 13.11. Во второй половине дня необходимо обратить внимание на объем розничной торговли в США. Это достаточно важный показатель. Он, в случае, если данные кажется лучше прогнозов экономистов, может привести к укреплению американского доллара и пробою уровня поддержки 12.40. Уже затем выступает у нас председатель Федеральной резервной системы, на что также требует обратить внимание. Что касается британского фунта, в первой половине дня мы видим, у нас выходит изменение сейчас занятых на получение пособий по безработице и уровень безработицы в Великобритании. Все это может привести к прорыву поддержки 25.09 и дальнейшему снижению на 24.69 и 24.39. Но это в случае хорошего отчета по рынку труда Великобритании. В случае формирования ложного пробоя примерно от уровня 24.96, 24.92, даже вот в этом диапазоне, может у нас быть образована поддержка, дивергенция на индикаторе MACD, и в таком случае возврат на 25.09 будет сигналом к покупкам фунта, что приведет нас на 25.43 и 25.80. Если в первой половине дня мы сразу пойдем вверх, то формирование ложного пробоя на 25.43 будет сигналом, опять же, на продолжение текущей нисходящей тенденции, которая пытается быть сформирована по британскому фунту. Всем удачи и